Мужчина спас льва со скалы, но через несколько минут произошло нечто ужасное. Дорогие зрители, прежде чем мы продолжим, напишите в комментариях, где вы находитесь. Нам правда интересно узнать, из какого вы города. Приятного просмотра! На сухих равнинах заповедника Серенгети полуденное солнце окрашивало мир в золотистые тона. Вдали красовались каменистые горы. Двое рейнджеров, Самуэль Нгоми и Лейла Карим, ехали на пикапе по красной пыльной дороге. Жаркий воздух внезапно прорезал странный стон, отдавшийся эхом от каменных глыб. Самуэль нахмурился и поднял руку, давая знак остановить машину. Лейла замерла, вслушиваясь в каждую вибрацию звука. Стоны становились все явственнее. В них звучала мольба и отчаяние, от которых оба мгновенно напряглись. Они быстро выскочили из машины. Их тяжелые ботинки хрустели по сухому гравию, когда они углубились по тропе. И тут перед ними предстала пугающая картина. Величественный лев опасно висел на краю обрыва. Его лапы дрожали, слабо цепляясь за гладкий камень. Тяжелое тело вот-вот могло сорваться вниз. Ни одного другого льва рядом не было. Лишь свистящий ветер гулял среди пустынных скал. «Если мы задержимся, он упадет», — выдохнула Лейла. Самуэль кивнул, принимая решение без промедления. Он бросился к самому краю. Лежа на животе, он обхватил передние лапы льва обеими руками. Хищник тихо зарычал, но его золотые глаза блеснули скорее умоляюще, чем свирепо. Лейла резко развернулась и побежала к машине. Через мгновение она уже мчалась обратно, сжимая спасательную веревку. На краю скалы камни осыпались вниз, ускоряя биение сердца Самуэля. Его руки онемели от страшной тяжести, но он стиснул зубы и не отпускал. Пот струился по его загорелому лицу, покрытому красной пылью. Лейла присела рядом, провела веревку вокруг груди дрожащего льва и завязала ее в крепкую петлю. Затем с силой дернула, фиксируя положение. Другой конец она обмотала вокруг старого баобаба, растущего прямо у обрыва. Они начали тянуть синхронно. Их мышцы напрягались и горели от усилия. Лев пытался вонзить когти в камень, поддерживая тягу людей. Тяжелое дыхание человека и зверя смешивалось с гулом падающих обломков. Секунды тянулись вечностью. Никто не смел отпустить. Наконец, спустя мучительные 15 минут, тяжелое тело льва удалось вытянуть на край. Он рухнул на землю, его живот был рассечен глубокой царапиной. Рейнджеры перевели дух, в то время как лев тяжело дышал, но его золотые глаза оставались прикованными к спасителям. В них не было свирепости, только истощение и странная благодарность. Самуэль вытащил аптечку и протянул ее Лейле. Они решили обездвижить льва, чтобы безопасно обработать рану. Лейла ввела препарат. Лев постепенно погрузился в мирный сон. Рейнджеры очистили рану, остановили кровь и перевязали живот. Затем, работая вместе, они подняли тяжелое тело и уложили его на заднюю платформу пикапа. Машина тряслась, продираясь по ухабистой дороге среди скал. Все это время Самуэль держал ладонь на груди льва, проверяя дыхание. Спустя час пути они добрались до ветеринарной станции в Серенгети. 2 врача уже ждали. Сообщение о чрезвычайной ситуации пришло заранее. Льву дали обезболивающее, чтобы облегчить судороги. Осмотр показал, рана глубокая, необходимо срочное ушивание, иначе начнется заражение. В ярко освещенные операционные металлические инструменты звенели в руках врачей. Самуэль и Лейла стояли у двери, напряженные и молчаливые. Операция длилась полчаса. Каждая минута тянулась как вечность. Наконец, последние стежки были наложены, а поверх золотистой шерсти появилась аккуратная белая повязка. Льва перенесли в просторную железную клетку, подключив к монитору.
Ровный писк прибора принес облегчение всем присутствующим. Ночь прошла, и его дыхание стало ритмичным. Самуэль не отходил от клетки. Его глаза усталые, но не смыкающиеся. На рассвете лев поднялся на лапы и сделал несколько шагов. Врачи дали кусок мягкого мяса, и он съел его полностью. В зале пронесся вздох облегчения. Самуэль и Лейла улыбнулись, их радость озарила комнату. Прошло 3 дня. Здоровье льва заметно улучшилось. Рана затянулась, походка стала уверенной. Золотые глаза светились живой силой, такой иной от той пустоты, что была, когда он висел на скале. Врачи подтвердили, он стабилен и готов к возвращению в дикую природу. Самуэль и Лейла все это время навещали его, кормили и проверяли дыхание. Лев, казалось, запоминал их лица. Иногда он тихо рычал при их приближении. Каждый звук звучал как приветствие. Между ними возникла странная связь, выходящая за пределы границ между человеком и хищником. Собрали совещание. Врачи и рейнджеры согласились. Пора готовить выпуск. Назначили дату. Подготовили машину с клеткой. К утру транспорт отправился в сторону бескрайних равнин. Лев лежал внутри. Его глаза сияли, будто он понимал, что свобода уже близко. Самуэль и Лейла сидели рядом, следя за каждым его движением. Машина тряслась по пыльной дороге под жгучим солнцем. Когда прибыли к золотым степям, клетку поставили на землю. Дверь открыли. Лев вышел медленно, сохраняя величие в каждом движении. Он остановился, вдохнул аромат свободы и развернулся к своим спасителям. Золотые глаза встретились с их взглядами, светясь глубокой благодарностью. Мощный рев разнесся по равнинам, отразился от холмов, словно объявляя о возвращении. Рев был одновременно яростным и теплым, заставив сердце Самуэля и Лейлы содрогнуться. Они стояли неподвижно, слов не находилось, только счастье переполняло их души. Лев повернулся и пошел в сторону высокой травы. Его золотая грива развивалась на ветру, сияя в лучах полуденного солнца. Его фигура постепенно исчезла за далекими скалами. Самуэль и Лейла знали, они стали свидетелями молчаливого обмена благодарностями между человеком и зверем. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.